Смотри, Анфис, сейчас мне выпадет орел, и я буду богатым. Вертолеты, отели, машины, яхты. Все мое. Размечтался. Я вообще смотрела программу, и я знаю, что может выпасть решка. А значит, премиальная карта MasterCard моя, и все ее возможности мне. Да-да, Антош, красиво тратить я умею. Так что давай, подбрасывай монетку и полетели. Да это не решка, это орлица какая-то. Красава, красава. Обалденный мэр у этого города, обалденный. Всем привет, это Орел и Решка Чудеса Света, и мы прилетели в африканскую страну Мозамбик. Да, только я не понимаю, есть ли здесь чудеса, потому что я читала... Читала? Ребят, я же говорил, она умеет с каждого по сотке. Я читала, что здесь малярия, нищета, беднота. Ну все как у тебя в райдере, это Африка, детка, но мы прилетели смотреть с тобой архипелаг Бозарута, а его, между прочим, называют королевские драгоценности Индийского океана. Ну, драгоценности мне нравятся, да. Как и безлимитная карта тоже мне нравится. Ну, давай, Анфиска. Орел? Решка. Давай. Антон, не томи. Да, собственно, не томлю. Ну, удачи тебе с рюкзачком в трущобах, Нет, заодно проведаешь братьев. Вот это, я считаю, чудо света. И опять бедная. Красиво сказано. В 10 километрах от побережья Мозамбика хранятся сокровища Индийского океана. 6 островов архипелага Бозарута. Эти острова малоизведаны. Здесь еще не успели построить многоэтажные отели и прописать в них миллион туристов. Архипелаг Бозарута пока еще не тронутое песочно-пальмовое чудо света, чей покой охраняют фантастические дюгони И тысячи длинноногих розовых фламинго. Чтобы очутиться на островах архипелага Бозарута, туристы сначала прилетают в город Виланкулас и потом добираются на острова по морю или по воздуху. На архипелаг Бозарута, на всю эту красотищу, конечно, нужно смотреть с высоты. Hello? Полет на такой железной птичке обойдется в $750. Но для туриста с неограниченным бюджетом это капля в океане. Полетели. Капитан, везите прямиком в красотищу. Туристу со $100 вертолет может только сниться, а наяву остается только лодка. Но в аэропорту лодки не плавают. Хорошая новость. До ближайшего пляжа, где можно найти шлюпку, идти 20 минут. Моя бусинка. Красота. Пару секунд полета, и я уже лечу над бескрайней водой какого-то космического цвета. Смотрите сюда! We're looking for somewhere that we can call our own. We're reaching for something much higher than birds have flown. Пониже видно вот эти песчаные отмели, которые выглядывают из-под воды, как будто бы кто-то заботливо и нежно утопил пустыню в воде, чтобы мы могли наслаждаться этой красотищей. Но это правда поражает. Пока летишь на чудо света, можно увидеть еще одно чудо – невероятную палитру цветов Индийского океана.
этому архипелагу и его воде можно изучать голубой цвет, потому что тут все его оттенки, переливающиеся из одного в другой. Don't let go. Nothing stands in our way. Но больше всего поражают четкие границы между темно-синим цветом воды и небесно-голубым. Такие резкие перепады по цвету получаются из-за резкого перепада глубины. И это выглядит невероятно. Дорога на пляж Баобаб ведет через местную деревушку. Здесь турист может посмотреть увлекательное кино о жизни простых мозамбикцев. Что это за чудо природы? То ли гусь, то ли что. Ну погоди, эй! Мама! Это Баобаб. Огромнейший. Очень красивый, древний. Такие корни у него мощные. Я уже чувствую его энергию. Мне очень понравилась эта колоритная деревня, но все-таки я приехала посмотреть на чудо света, на архипелаг Базарута. И мне кажется, мне туда. Не, вообще красиво, конечно, но что-то тут вообще не курорт. Какие-то лодки стоят. Эй! Is anybody here? Анфиска lost. Просто никого. Вау! Что делать, непонятно. Пляж Баобаб кажется каким-то бескрайним и безжизненным. Брошенные корабли одиноко стоят на мели, собаки дремлют под палящим солнцем, и только миллионы крабиков путаются под ногами. На пляже Баобаб, кажется, остановилось время. Но на самом деле то, что вы сейчас видите, это не совсем пляж. Это дно океана. На пляжах Виланкулоса очень сильные отливы. Вода может уйти на 2 километра. Океан здесь будто оголяет свою душу, и человек может прогуляться по просторам океанского дна. Жизнь местных напрямую зависит от графика жизни океана. Во время приливов местные рыбачат и возят туристов на архипелаг. А во время отливов скучают и читают Хемингуэя «Старик и море». Богатые туристы летят на самый большой и самый развитый остров архипелага Базарута – на остров Базарута. Для богачей тут построили целых 3 отеля. Самый дорогой – отель Анантара Базарута Айленд. Он умостился в первом ряду на белоснежном песочке в тени пальм. За уикенд под одной из этих пальм туристу придется расстаться почти с $3000. Посмотрите, как здесь встречают человека, который готов платить такие деньги. Опа, опа. Так. Чаровница встречает. Хореограф у них не очень разнообразен в движениях, но зато крайне душевный.
Я уже устал, но себя не выдаю. Ребята, ну вы тут все на энергетиках, конечно. После того, как богача затанцевали, его везут в отель. Thank you. Красота. По внешнему виду мой отель ничем не уступает отелям на раскрученных Сейшелах и Мальдивах. Мозамбик, а ты умеешь удивлять. Давайте посмотрим, что на курорте в Мозамбике турист получает за $1300 в сутки. Добрый день, добрый день. Ну, не то, что прям ах, но и не у. Но если честно, за такие деньги, мне кажется, это еще не все. Тут должно быть что-то более изысканное и уникальное. Сейчас найдем. Мать моя коралловая звездочка, но другое дело. Тут что-то на эстетском. Ага. Каменные бублики. Я понял, это кухня-гостиная. О! Ну, неплохо. Но другое дело. Идеально для моей широкой сутулой спины. Но только опять все перепутали. Другое дело. О! Мне кажется, в этой вилле нашли идеальное расстояние между ванной и кроватью. Как раз, чтобы встал и, не растеряв тепло, прямиком сюда. Два умывальника. Биде. Был бы чокнутой актрисой, мыл бы тут ноги. Это удобно. Я думаю, что так многие делают. О! Бассейн для компактных. Встретимся позже. Так, что тут еще? Кайф. Персональный рай в затерянных джунглях. Вот за что турист платит такие деньжища на диком неизведанном острове Базарута. За уединение. Посмотрите, вокруг ни души. За $1300 кажется, что я снял не одну виллу, а целый остров. Где-то на краю света. Прогулка по дну океана – это, конечно, романтично, но чудо света само себя не посмотрит. Мне нужна лодка. Городские пляжи Виланкулоса – это вам не пляжи в Одессе, где на каждом сантиметре лежаки, зонтики и тысячи загорающих в плавках и бикини. Здесь никто тебе не предлагает сфотографироваться с макакой, покататься на банане или отправиться на лодке на острова. Местные торгаши развлечениями сидят в развалочку на песочке с брошюрами в руках, и к ним еще нужно подходить самому. Hello. 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 Very good. Yeah, I'll do those one. You know, I want to see Bazaruta. Yes. Yeah. Yes. And so I need a boat to go to some island to see Bazaruta. Yes. How much? Only for me the price is ba-da-ba-bam, Yeah. Yeah. It's 6,000 per person. 6,000. Yes. Лодка почти за $100 Она что, золотая? Ну, что-то дорого, ребят. Красотка, да за эту цену мы тебя и накормим, и напоим, и острова покажем. Если хочешь, алкоголь с собой возьмем, устроим вечеринку. Это вообще недорого. Дорого, ребята. Вот что же вы... Уверена, что доплыть на лодке до островов стоит намного дешевле. Вон остров я вижу. Это не так уж и далеко. Я 2 часа уже пытаюсь найти какого-нибудь моряка, который меня довезет.
Ну вот какие-то люди. Окей, попытаем сейчас удачу. Hello. Hi, how are you? I want to go to Bazaruta. I want to see the Bazaruta. Maybe you can help me with this. Yes? Будете на пляже Баобаб, знайте. Это бунгало без опознавательных знаков. Пляжный туристический центр, где можно купить тур на острова. And I need the one which price is the cheapest. Which way to the one of the islands is most cheaper. Okay, so Magaruk is 4,000 mets. Ну вот это уже... Просто так на лодках туристов на острова не возят. Только с туром. Самый дешевый – это тур на ближайший остров Магарук за $62. За эти деньги турист получает трансфер на лодке туда и обратно, обед, снорклинг и свидание с розовыми фламинго. Ну что, тогда по рукам, да? 4,000. 4,000 Magaruk. Окей. 8 o'clock. 8 o'clock is leave here to Magaruk. Ранёху. It take 1 hour. Here to Magaruk is take 1 hour. Чудеса требуют жертв. Прямо сейчас отправиться на Магарук не получится из-за отлива. Только завтра в 8 утра, когда будет прилив. Which kind of boat? Good boat? What boat? Я не утону? I'm sorry? Ну ничего. Ладно. Окей. So tomorrow at 8 o'clock It's no problem. we are going to Magaruk. Магаруки to see Базарута. Кстати, вот еще один аргумент в пользу покупки тура именно в агентстве. Здесь деньги наперед не просят, и это важно. Потому что обычно, когда в Африке о чем-то договариваешься с местными на улице, они деньги берут и потом исчезают. На маленьких диких островах турист, который любит приключения, заскучает уже через полдня. Но до Базарута скучать не придется. Здесь есть целое меню развлечений. Тур в бухту к удивительным морским коровам дюгоням, дайвинг на коралловом рифе, путешествие на необитаемый остров и спуск по дюнам, сэндбординг. Начну с покатушек. Но я же говорил, Африка в миниатюре. Пожалуйста, представительство Сахары в Мозамбике. Большую часть острова Базарута занимают песчаные дюны, по которым катают туристов за $35 на сноуборде, распиленном пополам. О, давненько я ничего не ломал. Вау! Кайф! Еще пойду. Слабоумие, отвага. Yeah, I will go. Спуск на деревяшке с песчаной дюны напоминает спуск на санках со снежной горки. Только вместо холодного снега под попой горячий песок. О, кайф. Который во рту, и в глазах, и в ушах, и в волосах. Даже камере досталось. Прости, дорогая, ты вся в песке. Кайф! Фу. Еще хочу! Thank you. Obrigado. Поскольку на острова я отправлюсь только завтра, сегодня придется провести весь день в городке Виланкулос. Ну, раз сегодня мне не удалось увидеть чудо света, отправляюсь к местному чуду света. На рынок. Я не могу этого пропустить, потому что рынок – это всегда самое яркое и колоритное место, которое характеризует все, что можно. Это он.
Центральный рынок в Виланкулосе – это гипермаркет по-мозамбикски. Местные здесь продают все. От домашней утвари до морских деликатесов. Это креветки? Мама. Вау. Здесь же на рынке можно и обменять деньги. Обменник валют – это любой прилавок. Например, подходите к продавцу бананов и говорите: Maybe you know where I can change money? Here? 600. 600? Maybe 6,000? Give me 6,000. This one, bring. No problem. That man know My me. friend. No problem. That man know Так, me. тихо. That man. Спокойно. It's your friend, that one. You know me. и сделка происходит. Такие дикие-то. Стою тут, честная барышня. Все, гуд. Africans. Only Africans. You plant Africans. She know where. Только не забудьте пересчитать, а то можно легко не досчитаться пары купюр. Да, действительно, 6 тысяч метикаль. Гуляем. Кроме обменников валют, на рынке есть еще салоны красоты. Так, вы хотите сказать, вы делаете... You do manicure and pedicure here? You want to fix nail? Пока вы отходите от культурного шока, рассказываю, что здесь происходит. Чтобы не сидеть сложа руки, многие местные рыбаки на время отливов превращаются в ноготочных фей. А во время приливов снова становятся брутальными рыбаками. I want to try, maybe. Клиенты салона могут выбрать себе цвет лака из модной палитры сезона 2019. Вот этот фиолетовый хочу. Вот этот, да. Из инструментов у моего мастера только грязная, скорее всего, одна на всех, пилка и лак. Ай-яй-яй, не надо так сильно. Да, нормально. Вообще интересная опция. Мне мужик делает маникюр. Вау, как аккуратно. Ну, в принципе, вообще можно взять и прям весь палец накрасить. Очень аккуратно, очень good. Only two? Да, давай 2 хватит. Very good. Very good. А? Ювелирная работа. Ну, он старался, он как мог. I will remember it all my life. What's your name? Torres. Ториш. Yes. How much? 500. Че, обалдел? Сколько? $8 за 2 ногтя? Интересно, ценник в этом маникюрном салоне вырос до или после моего появления? Maybe 2 fingers, 20. 10 and 10, 20, okay? Okay? Ну, чисто за experience. Но хорошо, что местные мастера маникюра сговорчивые. Но это трэш. Они малюют, мне кажется, стены можно аккуратнее накрасить, чем ногти. На рынке в Виланкулосе очень колоритно, но одним колоритом сыт не будешь. Чем занимаются простые мозамбикцы, вы видите сами. Пора узнать, что они едят. Сказали, что еда туда, а я очень хочу есть, поэтому иду туда. О! Ой! Уничтожила ребенка! Простите. Похоже на какую-то едальню. Hello, I want to eat. Maybe you have something to eat? Preparamos matapa. It's good, it's tasty. Yes. Какая-то матапа. É uma oferta. And how much it will cost? No money? Yes. Why? Uma oferta. Видимо, они ее готовят для себя, и она говорит, no money, мол, с тобой поделюсь. Ну что, жду. Каша матапа всегда есть на столе у мозамбикца.
Основной ингредиент матапы – это пюре из свежесорванных листьев маниока. Маниок, кто не знает, это тропическая картошка. Сначала хозяйка сварила листья и сделала из них пюре. Потом взяла кокос, который, кажется, только что висел на пальме. Сделала кокосовую стружку, выжила из нее сок и добавила в кастрюлю вариться вместе с листьями маниока. Через час хозяйка добавит креветки, и каша матапа готова. Окей, I need to wait, yeah? Ага, понял. Жрать хочется. В рядах крутых поваров пополнение. Шеф, су-шеф. Давайте, не терпится уже начать готовить. Чтобы богачи не скучали в отеле, их развлекают мастер-классами по готовке традиционных блюд. Отберем у Мишлена все звезды. Let's go. За $125 меня научат готовить матапу. Но только не простецкую, которую едят обычные мозамбикцы, а элитную матапу, которой кормят богатых туристов. В отличие от скромной, в элитную матапу добавляют королевские креветки и мясо лангустина. We will put it. И еще один ингредиент, которого нет в бедной версии, это миндальное молоко. О, thank you very much. Thank you. Подача такая еще на тарелочке. Ну, по консистенции это похоже на суп. Жиденькая очень кашка такая. Цвета детской неожиданности. Итак, матапа. Это очень вкусно. Но только это вообще не каша. Это такой крем-суп, сделанный на кокосовых сливках. И бесплатно. И вкусно. Элитная матапа не особо отличается от скромной. Разве что она гуще и зеленее. Но если честно, моя матапа выглядит так, как будто ее один раз уже пожевали и выплюнули обратно на тарелку. Но зная, какими руками мастера это было приготовлено, должно быть вкусно. Слушайте, как это вкусно! Очень явно чувствуется вкус ореха и немножко призвуки трав, и даже кокосовое молоко. Это обалденно! Главное вечернее развлечение на острове Бозарута – это лицезреть, как солнце уходит за горизонт. Мне кажется, я могу преподавать закатологию, потому что я встречал закаты на яхте, на вершине горы, у кромки океана, да куча где. Вот разве что только на лошади закаты я еще не встречал. Hello. Hello. О! В жизни осталось не так много неопробованных развлечений. Нет, это Олег, это закат, нам в закат. Жеребцов специально завезли на остров с материка, чтобы катать богатых туристов за $55. Это странно, но, безусловно, красиво. Вы сами все видите. Туда смотри. Но это еще не весь аттракцион. Так меня еще не топили. Ну, это забавно. А пойдем занырнем. Давай. Так я еще не тонул. Лошадь-дайвер. Подведем итоги. Я так себе наездник, лошадь так себе водный транспорт,
Закат, вот закат отработал на 100%. У меня в кармане $99 и 70 центов. На ужин уйдет $4, на завтрак еще 2, а завтра мне нужно будет отдать $62 за тур на остров. Остается плюс-минус 32 бакса. С таким бюджетом в Виланкулосе у туриста есть только один единственный вариант жилья. Койка за $8 в общей 10-местной комнате для мужчин и женщин. Но на сегодня все койки уже заняты, поэтому... Я буду ночевать в палатке. Вот она, родненькая. Важно знать, на городских пляжах Виланкулоса вас никто не оштрафует за ночлег в палатке. Но для начала ее нужно собрать. Ой, сколько винтиков, мама дорогая. Все винты потеряла тут. Просто какой-то пердемонокль, честно говоря. И куда я это все должна пихать? Ну, на соплях пока что. Ну, ладно. Железка отвалилась. Она потерялась в песке у меня. Ой. Так выглядит успех. Ну ладно, буду спать не в палатке, а на палатке. Все, так вот. Все, спокойной ночи. Все будет хорошо. Шикарный прыжок. Шикарный сон. Доброе утро, ребят! Вовремя я почувствовала водичку. Продолжаю приключения. Бон-дия. Сейчас перекушу слегонца и отправлюсь дальше изучать архипелаг Базарута. Конечно, в такие места хочется возвращаться. И здорово, если снова с премиальной картой MasterCard. А то я уже привык, что оплата лучшей виллы или ужина в ресторане занимает одно мгновение. Безопасно и без проблем. Все, как я люблю. Сегодня я наконец-то отправлюсь на один из островов архипелага Базарута. На часах ровно 8, и мой корабль меня уже ждет. Вовремя договорились. Молодцы. Hello! Good! Ну что, погнали к чуду света? Оп. Оп. Лодка какая красивая, она белая. Kitchen? Yeah. It's prepared here now. О май гад. Вы когда-нибудь такое видели? Кухня на лодке. And it's not dangerous. No dodgy. It's 23 years experience. 23 года практикует огонь на лодке. Ну, вы сами все видите. За $62 турист получает старую ржавую шлюпку с 3 мужиками на борту, от которых сильно пахнет рыбой. В красной кепке мой гид, в красных плавках капитан, а в серой кепке, видимо, мой личный шеф-повар, который первым делом приготовил мне кофе с сухими сливками и вручил шоколадку. Вообще на эту поездку у меня ушла основная часть моего бюджета. Поэтому, конечно же, я жду какого-то исключительного сервиса. Помимо кофе, я надеюсь, что-то еще произойдет. И так и произошло. В туре за $62 туристу выдают чьи-то поношенные тапочки для кораллов. Ну, только немножко разные по размеру, но ничего страшного.
Мама! У! Ну что же, вот там я вижу остров Магаруки. А это значит, что скоро я увижу часть архипелага Базарута. Пока плыву на остров Магарук, давайте расскажу, чем знамениты остальные 5 островов архипелага. Об острове Базарута вы уже наслышаны. Там отели и развлечения для богачей. Остров Санта-Каролина – это необитаемый остров с райскими пляжами. Остров Бенгуэра – лучшее место для рыбалки на черного марлина. Банги – это остров-призрак. На карте его нет, потому что во время прилива он полностью уходит под воду. Есть еще Шелл и самый популярный среди туристов остров Магарук – дом розовых фламинго. Навстречу к ним я и отправляюсь. Через полчаса мы приплыли. Добралась! Магарук! Белый песок, красивейшая вода. Сейчас буду смотреть, что здесь есть. Остров Магарук – это песчаное пятнышко посреди Индийского океана. По этим диким пляжам ходят всего 100 мозамбикцев, которые постоянно живут на острове. Но кроме них здесь еще прописались удивительные животные, на которых и возят смотреть туристов за $62. Так, я так понимаю, что здесь нарисовано и написано все, что я могу увидеть в этой местности. Макак симанго, розовых фламинго и 2000 видов экзотических рыб. В наборе моих приключений от дяди моряка есть еще снорклинг. И я не могу этого не попробовать. Поэтому ныряем. Сначала маска. Стоит только нырнуть, и сразу оказываешься в гостях у пестрых, полосатых хозяев этих вод. Там полосатенькие есть. Прикольные такие, маленькие. Мне еще посчастливилось увидеть рыб голубых попугаев. Брутального парня щетинистозуба и поплавать со стаей шоколадных хирургов. Да, именно так забавно называют здесь этих рыбок. Какая красивая! Кайф! Очень богатому туристу не по статусу самому бултыхаться в океане. Он может отдать $700 за дайвинг с личным инструктором, который покажет самые рыбные места. Мы на месте. Прямо за моей спиной коралловый риф Two Miles. Знаете, почему он так называется? Потому что от ближайшего берега на него ровно 2 мили. Кстати, меня называют Антоха 3 Miles, но это по другим причинам.
Чтобы понять, что такое коралловый риф, нужно сначала понять, что такое коралл. Коралл – это не подводное растение, это самое настоящее животное. Коралл состоит из тысяч живых организмов, полипов, которые обросли плотным панцирем. Риф Two Miles – это 3 километра кораллов, которые стали домом для тысяч дивных обитателей. Это пучеглазка рыба-дикобраз. Трогать ее – плохая идея. Она может выпустить шипы и поранить. А это мурена – опасная рыбина, которая никого не боится. Может напасть даже на человека. Это рыбка – школьный учитель. Это рыба-ангел. А это крупнопятнистый спинорог. Интересно, кто вообще придумывает рыбам эти названия? Но я только что побывал на бразильском карнавале в подводном мире. Обригада. Ну, отдельно снорклить я бы сюда не приехала. Но как дополнительная опция очень даже неплохо. Освежилась, по крайней мере. Так. Но вот эта опция, это даже лучше, чем снорклинг. Ну вот это я очень рада. Райс, салат, Салат! каламар, Кальмар! рокфиш. Никогда не пробовала рокфиш. Рокфиш дословно переводится как «каменная рыба». Так местные рыбаки называют любую рыбу, которая попалась им в сети в прибрежных камнях. Но опытный рыболов узнает в этом силуэте мибарика, то есть морского окуня. Похоже на очень классную белую рыбу. Офигенная рыба. А главное, наверное, она свежая. Они ее только что выловили перед тем, как встретиться со мной. Хотелось бы верить. Там еще крабы. А точнее, мясистые фаланги океанического краба. В них не нужно копаться, пытаясь извлечь мясо из панциря. Оно само выпадает огромными кусищами. О, пробуем. Кайф. Очень вкусно. Краб похож на краба. Вот такой вот. Сижу на берегу Индийского океана в лодке с такой невероятной тарелкой. И я победная. Мне кажется, для бедного туриста я вообще отлично отдыхаю. Если у тебя есть $190, на архипелаге Бозарута можно увидеть одних из самых удивительных и самых редких подводных животных в мире. Я сейчас выслеживаю еще одних уникальных морских особей, которые обитают тут – дюгони, ближайшие родственники вымерших морских коров. Знакомьтесь, это дивная, серая зверюга с плавниками – дюгонь. Будете смеяться, но ближайший родственник дюгоня – это слон. Хотя дюгонь больше похож на подводного ждуна. Этих удивительных животных прозвали морскими коровами не ради хохмы, а потому что дюгони, как и коровы, травоядные. Они питаются только морской травой. Дюгонь будто вспахивает мордой дно, вырывает траву с корнем и всасывает, как пылесос. Дюгони – это исчезающее чудо природы, и увидеть их – это настоящая удача. Вот подплывает к нам, вон торпеда. Она должна в какой-то момент выплыть, чтобы набрать воздуха и снова занырнуть.
Вот прям рядом с нами. Обалдеть! Потрясающе умилительное существо. Баклажан с лицом коровы. Они еще похожи на спрессованных кашалотов. Таких компактных. А когда дюгонь выплывает, чтобы набрать воздуха, там такой звук. Братан! Они очень потешные. Поплавать с дюгонем не разрешат ни за какие деньги. Хотя дюгони до боли медлительные и чересчур спокойные няшки. Но если эта неповоротливая 600-килограммовая няшка тебя заденет, поверьте, будет неприятно. Кстати, именно дюгони считаются прообразами мифических русалок. Ариэль, я так тебя и представлял. Я считаю, это большая удача, и я счастливчик. Увидеть вымирающий вид, так что мне повезло. Сейчас будет самая романтичная часть моего тура – свидание с розовыми фламинго. На самом острове Магарук фламинго не водятся, и их нужно искать рядом, на песчаных островках, которые показываются во время отливов. Вон они там. Обалдеть. Окей, can we go closer? Not swimming because the sandbank, I go in the boat, close the flamingo. Как только из воды выныривает песчаный островок, его сразу же оккупируют десятки фламинго, чтобы подобрать креветки. Ты видишь это? Это фламинго! Я никогда в жизни не видела фламинго! Обалдеть! Это целая стая! Вау, как красиво! Обалдеть! Но долго рассматривать фламинго не позволит сама природа. Только что из-под моих ног ушел последний островочек суши, потому что я бежала сюда по песчаной косе, она была сухая. И за секунды, буквально считанные, все затянуло водой. Так, ну что, надо ускоряться мне обратно на лодку, а то сейчас меня затопит. Надо как-то им маякнуть, что я уже тут все. Блин. It was great! Great! Невероятный день! Чудо света увидела, мимо коряк прогулялась, фламинго застала, поела вкусно, поснорклила. Все сделала. Я молодец! Потратьте эти деньги на дайвинг. На рыб посмотреть, себя показать. Клад ищите на острове Бозарута в отеле Анантара Бозарута Айленд. Станьте спиной к вывеске отеля и пройдите направо 300 метров до развилки. Слева от дороги, в дупле поваленного дерева, спрятаны $100. Удачи! Архипелаг Бозарута – это чудо света инопланетной красоты. Вау, как красиво! Даже как-то обидно, что эти острова прячутся в тени раскрученных Мальдив и Сейшел. Персональный рай в затерянных джунглях. Ведь развлечений и экзотики здесь в разы больше. Ну что, погнали к чуду света? Уже чувствую его энергию. Братан! Просто какой-то пердемонокль. Так меня еще не топили. Это креветки? Мама. Давненько я ничего не ломал. Мне мужик делает маникюр.
Отберем и Мишлена все звезды. Уничтожила ребенка. Ребята, ну вы тут все на энергетиках, конечно. Невероятный день. Когда же Антошка станет пунктуальной, не знаю. Может быть, и никогда. Ну, я в это верю. Может быть, когда-нибудь все-таки он придет. Некоторые мечты должны оставаться мечтами. Привет. Привет. Ой, можно я начну? Хорошо, тебе Начинай. не съели, живучая. В общем, я же уже 3 года в Орле и Решке, поэтому ветеран. Ну, вот и отдых у меня был пенсионерский. Рыба, вода, песочек, приливы, отливы. Разве что мясо за меня не разжевывали, но это вопрос времени. Ну, Антош, я недавно в Орле и Решке, у меня был пионерский отдых. Я бегала с детишками, играла, гуляла, хихикала. И у меня тоже были приливы и отливы. И я поняла, что это не главное чудо архипелага Базарута. Главное чудо – это та безмятежность, которая дарит это. А безмятежность – это чувство, оно, вот. И безмятежность дарит архипелаг Базарута. Ой, молодежь, обколется своим дурианом, я же глупости пионерка. какие-то шепчет. Дуриан? Все, да, ребят, до встречи. Вот Да, будешь до такие встречи. тексты готовить к следующему чуду света. Я ничего не Пока. готовила, я в восторге. Я Да видела… тут круто. У тебя, кстати, нету среди родственников дюгоней? А это кто? Ну, модные ребята, хорошие. Кто Посмотришь это? Кто потом. это?